на этом пути. Ну, надеюсь, что Фавионыч вам осветит как-то этот путь, и вам станет принять легче решение. Почему Фавион? Спросите Фавионыча. Привет, друзья! С вами Фавионыч и канал про Фавион, и не только. Сегодня будет не длинное видео, в котором я обращаюсь к владельцам камер. И говорить мы сегодня будем о камер, как вы догадались, Sigma Favion. Я хочу задать вам вопросы, ответив на которые вы сможете принять верное решение. Первый вопрос, и, собственно говоря, первая часть видео. Почему, что вас останавливает от покупки камер Favion Sigma? Корзинки такие вот оливковые. И вторая часть, что притягивает людей, которые хотят купить камеры Sigma Favion. Так, с инжиром и классическая. Это обычная классическая и с инжиром. С малиной есть, но вот с инжиром возьмем, наверное. Погнали. Ну, друзья, начнем путь вниз, да? Или вверх для кого-то, кто как будет рассматривать. Так вот, прежде чем что-то покупать в современном мире, в цифровом, вы знаете, что вы всегда собираете информацию. Как в фильме, да, кто говорил, помните? И тут он начал получать информацию. Так вот, информация вещь, конечно, полезная, крайне, да? За исключением отзывов реальных людей, которые этим пользуются техникой, а не просто получают ее на тест. Поэтому я противник тестов, когда людям, которые не знают техники, не работали с них долгое время, сразу судятся, да, берутся судить о их преимуществах и недостатках. И в первую очередь, конечно, они обращают внимание на те информационные вбросы, которые им навязали другие блогеры или другие пользователи этой техники. Это не просто совпадение, а это реальная тенденция. И столько всяких тонкостей интересных, друзья. Цвет и свет. В общем, пока камера моя еще не пришла, и она уже многие-многие годы происходит, особенно с камерами Favion. Огромное количество басен, сказок, всевозможных мифов, которые Фавионыч решил развеять много лет назад. 2000, 4000 с несколькими источниками, не знаю, что получится, посмотрим. И создал канал Фавионыча. Именно для этих целей. Поэтому, друзья, прежде чем принять какое-то решение или наоборот собирать информацию, подумайте о том, кто же вам помогает и кто же вам, наоборот, мешает? Вот самые главные вопросы, которые вы себе должны задать на этом пути. Ну, надеюсь, что Фавионыч вам осветит как-то этот путь, и вам станет принять легче решение. Смотрите, друзья, цвет какой здания. Вот этот цвет и имеет отношение к оливке в полной мере. Еще один миф, друзья. То, что останавливает людей от покупки Sigma Favion, то, что проявить можно только в родном RAW-конвертере, Sigma SPP. Это на самом деле миф, друзья, поскольку этот файл RAW можно проявлять и в программе Iridient, например, да, а с помощью специальных плагинов, в том числе и в других программах, широко известных. Вот такой вот миф. Много лет назад, друзья, самым большим мифом и самой серьезной проблемой при выборе этой камеры Sigma Favion было то, что она не может снимать на высоких ISO. Те, кто смотрел мои ролики про съемку в режиме VPS, съемки с чувствительностью 1600 и 1000 и все остальное, ну, понимают, о чем речь. Ну, а те, кто еще не в курсе, посмотрите канал Фавионыча, чтобы развеять этот миф. Еще один миф, друзья, который кто-то придумал. Эта камера годится только для пейзажной съемки. Этот миф, понятно, что кто придумал. Это те люди, которые вообще не держали эту камеру в руках или пользовались ей один день. Для таких людей посмотрите мой фликер. Зайдите в раздел «Портреты», «Скоростная съемка», например, съемка лошадей. И даже, друзья, для вас специально, кто неверующий, не способный усвоить, посмотрите мой ролик таймлапс с помощью Favion. Он единственный в сети. Да, пока у меня руки совсем не замерзли, у меня похолодало,
Посмотрите зимнюю съемку, съемки с зимой, съемку арта и съемку в ночью, друзья. Посмотрите ночную съемку, чтобы понять, что может Фавион ночной съемки. Следующий пункт. Камера Sigma потребляет очень-очень много энергии, поэтому кадров очень мало получается. Не сделать 500 кадров или 1000 кадров. Да, это так, друзья. Две батарейки, которые идут в комплекте. Летом можно снять 50 фотографий на каждую батарейку. Вопрос, что вы с этими сотнями фотографий будете делать потом? Да, здесь супер выбор овощей, просто космос. И я за осознанную работу с камерой, за осознанную фотографию, а не просто репортерскую, которая выбирает. Друзья, учебный год начался. В качестве примера могу привести камеру моего дрона DJI нового. Снимает всего 15 минут, друзья. Но этих 15 минут вполне достаточно, чтобы сделать несколько, пару-тройку, может быть 10 интересных кадров, если вы разбираетесь и хотите учиться фотографии. Дальше удар под дых. Эта камера не full frame, друзья. Не full frame она, да? А 4:3 или кроп-фактор 1.7, 1.6. Ну, это так, друзья. Это действительно так. Задайте только вопрос, сколько стоит эта камера. И сколько стоит аналогичный по качеству, я имею в виду, не уровню пикселей количество, а по качеству. Сколько стоит аналогичный средний формат, так называемый. Смотри, какая вверх, смотри. Так это петух, наверное. Нет, вот это белое. Ну это порода какая-то. Самое наивное и смешное, то, что я слышал про Sigma Favion, это то, что у этих камер очень плохой красный цвет. Но глупость человеческая, она неизмерима абсолютно, да? Просто неизмерима. Поскольку я понимаю, как действовали эти люди, логика их следующая. Красный слой внизу, значит, цвета мало получается, значит, проблемы с красным. Ну, что могу сказать таким людям? Почитайте книжки Гёте хотя бы по цвету. Для них рекомендую изучить спектральный анализ восприятия КМОС-матриц современных. Ну и если у них время найдется, почитайте вообще интенсивности, как это вообще обрабатывается и какие процессы участвуют в обработке после сигнала матрицы, какие устройства работают. Итак, друзья, что же все-таки будоражит людей, которые еще не пробовали Sigma Favion, которые еще не знают ее прелести, и почему этот маленький предмет, вне зависимости от того, какая версия камеры, первая версия, DP-серия, Miril, или зеркальная камера SD1, SD9 первая камера, SD15, 14, серия Quattro DP, или классическая Quattro H со сменной оптикой. Почему эти камеры стоят в стороне от всего того, что выпускает вся индустрия фотографий? На данный момент 21 год, ну практически уже 22. И почему на протяжении множества лет, с 2014 года, Фавионыч использует эту камеру как основную? Да-да, друзья, прошло много времени, но, к сожалению, сильного какого-то глобального прогресса в классических фотоаппаратах мы не увидели. Ответом на этот вопрос явится вот такой предмет, кубик Рубика. Кто знает, что такое Фавион, наверное, скорее всего, поймет. Кто не знает, посмотрите мое видео про Фавион, целый плейлист, записанный от Фавионыча. Ну, соответственно, девиз этого видео «Почему Фавион? Спросите Фавионыча». Так вот, основное, друзья, это, конечно, даже не цвет, который нельзя ни с каким сравнить абсолютно. Байера, как бы не рассказывали нам сказки про суперсовременные алгоритмы. Но даже те люди, которые поклонники хороших камер, они признают, что такой цвет, как на Фавионе, на Байере принципиально сделать нельзя.
Монитора. И Фавионыч не единственный на пространстве YouTube каналов и прочего, который, попробовав вот это, уже назад к Байеру никогда не вернется. Рутоподъем. Только для каких-то технических целей. Первое, друзья, это цветность, соответственно, градация цветов и охват цветопередачи. Он отличается даже не глубиной цвета, не охватом, не количеством в миллиардах цветов, да. Там, кто знает битности, ну, может посчитать, сколько глубина бит, 16 бит, например, по цвету, да. В каждом канале, если брать, ну, если в одном канале получается 64 тысячи, ну, в 3 каналах, соответственно, вы можете понять, сколько. Но в сути своей воспроизводства, в своем принципе снятия сигнала, когда каждая ячейка на байере может снять только один единственный цвет с одной точки или получить электронным образом яркостный сигнал. Это в байере в классическом. В Фавионе же слои расположены в 3 слоя, поэтому каждая точка пространства снимает все цвета, всю глубину цвета, которая через нее проходит. По такому же принципу работает слайд-пленка, друзья. Иногда сравнивают с пленкой, с обычной, но я сравниваю с слайд-пленкой. Там расположены цвета таким образом, что каждый цвет понимается и получает информацию о всем богатстве цвета, ну и в том числе и яркостном сигнале. Поэтому благодаря простым фильтрам, которые затем обрабатывают этот полученный RAW файл, так называемый, мы получаем очень мало искажений, так называемых муаров, всевозможной цифровой грязи, которых в Фавионе очень мало, единицы. И из этого же исходит следующий пункт. Друзья, несомненно, сегодня отличный день. Просто великолепный день для того, чтобы прогуляться. И мы с вами сегодня, друзья, отправляемся в место, где продают сильнейшие антиоксиданты. Но это не таблетки, друзья. Это не то, что вы думали. Это съемка в черно-белом варианте, в черно-белом, где вроде как бы цвета нет, и каждая ячейка, если вы знакомы с технологией, принимает только яркостный сигнал и, соответственно, черный или белый, или градации серого. Но все было бы не так печально, да, для байера, поскольку все-таки с цветом там они могут поиграть. Но даже в черно-белом варианте заметна разница Фавиона, друзья. И что касается съемки при низкой освещенности, о котором я говорил, это, конечно, байки. Фавион снимает при низкой освещенности, благодаря тому, что все-таки достаточно крупные ячейки, и мы не касаемся камер, которые, надеюсь, будут созданы в ближайшее будущее полнокадровый Фавион. Я надеюсь, что все-таки этот размер ячейки останется прежним, он не будет уменьшаться, за счет этого камера получит больше количества света. Ну вот, собственно говоря, охотники, кто хочет попробовать Фавион, друзья, вперед, как говорится. Но не тешьте себя мыслью, что это снимать на него просто. Нажал кнопочку, зеленый режим поставил, и все готово. Нет, друзья, это камера для людей творческих, для людей, которые изучают фотографии, которые глубоко изучают фотографии. Но результаты при этом изучении, результаты ошеломляющие. Поэтому я практически уже не трачу время на обработку RAW, уже много лет. Даже когда меня просят, я показываю, что бессмысленно. Современные конвертеры, которые даже JPEG, тот же самый Photoshop, позволяет практически идентичные фотографии делать с тем, что RAW. За редким исключением, когда вы требуете типографскую печать, но для этих целей я сохраняю в 16-битном тифе. Кто хочет подрочить на фотографии, как говорится, рассмотреть мелкие детали, посмотреть, померить приборами цвета. Ну, для этих людей не имеют отношения к самой фотографии, это все-таки технари, такие, я бы сказал, люди помешанные, и все-таки для них фотография это не просто процесс производства, а это какое-то углубленное техническое обоснование своих знаний. Но, вы знаете, сомнение путь истины, это не я придумал. Так что, друзья, рекомендую всем купить вам камеру Фавион Sigma и попробовать. А дальше вы напишите в комментариях, что вы получили. Смогли вы ей пользоваться или нет? Получили вы эффект вау или нет? А с вами был Фавионыч, друзья. Пока!